Здравствуйте! Сегодня хотела бы рассмотреть с вами такой простой узор из пропущенных петелек. Очень просто вяжется. Раппорт узора 6 петель плюс 2 кромочные петельки. Итак, приступим к работе. Первый ряд. Мы вяжем все изнаночные петли. Кромочную петельку мы, как всегда, снимаем. Остальные петли провязываем изнаночной. Последняя кромочная провязывается всегда изнаночной петелькой. Так получается. Дальше у нас идет изнаночный ряд. Его мы вяжем лицевыми петлями. Кромочную снимаем. Остальные петли у нас идут лицевыми. Так до конца ряда. Последняя петля у нас идет всегда изнаночной. Вот так получается. Дальше у нас идет сам узор. Первую петлю кромочную мы снимаем, провязываем 4 лицевых. И потом 2 петли мы снимаем, переносим их на правую спицу. Ниточка у нас за работой. Не провязываем. Дальше опять идет 4 лицевых. 2 петельки снимаем не провязанные, ниточка за работой. Опять 4 лицевых. 2 петельки снимаем не провязанные. И так до конца ряда. Последние 2 петельки снимаем не провязанными, ниточка за работой. И последняя петелька у нас идет кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Дальше переворачиваем работу на изнаночную сторону. Первую петельку кромочную мы снимаем. Дальше у нас идет 2 петли, которые были не провязаны, их мы тоже переносим на спицу не провязанными, ниточка перед работой. Дальше у нас идет 4 изнаночных петли, 3, 4. Дальше опять у нас 2 петельки не провязанные, мы их также снимаем не провязанными, ниточка перед работой. Дальше опять идет у нас 4 изнаночных, 2 петли снимаем, 4 изнаночных, 2 петли снимаем. И так до конца. Последние 4 изнаночных петельки
Последняя петля кромочная, провязываем изнаночной. Итак, мы вяжем 6 рядов. То есть 2 мы связали, нам осталось провязать еще 4 ряда. В лицевом ряду мы вяжем 4 лицевых, 2 петельки снимаем, ниточка за работой. В изнаночном ряду наоборот, мы провязываем изнаночные петельки, 2 петли снимаем, ниточка перед работой. В принципе, такой легкий узор. Вот у нас изнаночный ряд. Опять же, мы 2 петли первые снимаем, не провязанные, ниточка перед работой. Дальше 4 изнаночных. 2 петельки снимаем, 4 изнаночных. Последняя петля кромочная, ее мы провязываем изнаночной. Итак, мы провязали 4 ряда, осталось еще 2. 4 лицевых, 2 петельки снимаем, 4 лицевых, 2 петельки снимаем. Итак, последний ряд изнаночный, кромочная петля, 2 петельки снимаем, 4 изнаночных, 2 петельки снимаем. Последние 4 изнаночные петельки, кромочная. Вот так у нас получается. Теперь мы должны опять набрать. Вот наши были изнаночные петельки, которые мы вязали в первый и второй ряд. Нам их опять надо набрать. То есть следующий ряд у нас идет изнаночными петлями. Кромочную мы снимаем и дальше вяжем все петли изнаночными. Те петельки, которые мы снимали, мы их тоже провязываем изнаночной петлей. И так до конца ряда все петельки изнаночные. Последние 2 петельки изнаночные, кромочная тоже изнаночной. Вот так получается. Теперь изнаночная сторона. Здесь мы все петли провязываем лицевыми, чтобы у нас по лицевой части были изнаночные. Здесь до конца ряда все провязываем лицевыми петельками. И последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной.
так получается. Мы пропускали с вами вот эти петельки. Теперь нам надо их сместить, чтобы они были по центру. Здесь мы набирали 4 петельки. Значит, в центре у нас 2 петли и по одной петле по бокам. Таким образом, первую кромочную петельку мы снимаем. Первую петельку мы провязываем лицевой. Следующие 2 петельки мы снимаем не провязанными. Ниточка за работой. Дальше у нас идет 4 лицевых. 2 петельки снимаем не провязанными, ниточка за работой. Опять 4 лицевых. 2 снимаем. 4 лицевых. 2 снимаем. У нас остается 3 лицевых петли и 1 кромочная. Раз, два, 3. И кромочная петелька провязывается изнаночной. Вот так. Дальше у нас идет изнаночный ряд. Первую снимаем. Дальше раз, два, 3 изнаночных петельки. 2 петли мы снимаем не провязанными, ниточка перед работой. 4 изнаночных, 2 снимаем. Так до конца ряда. 4 изнаночных, 2 снимаем, ниточка перед работой. В конце у нас 1 изнаночная петелька и 1 кромочная. Вот начинает формироваться. Уже можно увидеть наши дырочки будущие. Так мы должны провязать 6 рядов. То есть 2 мы провязали, нам осталось еще 4 ряда. Также мы 1 лицевую, 2 снимаем, дальше 4 лицевых, 2 снимаем, опять 4 лицевых, 2 снимаем, ниточка за работой в лицевом ряду. Последние 3 лицевые и кромочная. Дальше опять изнаночный ряд. Кромочную снимаем, 3 изнаночных, 2 петельки мы снимаем, ниточка перед работой. Дальше 4 изнаночных, 2 петельки снимаем, опять 4 изнаночных, 2 снимаем. Так до конца ряда. Последняя изнаночная и кромочная. Еще осталось провязать 2 ряда. Лицевая, 2 петельки снимаем, 4 лицевых, опять 2 петельки снимаем, 4 лицевых, 2 снимаем. Последние 3 лицевые петельки и кромочная. И последний ряд изнаночный. Первую снимаем, 3 изнаночных, 2 петельки снимаем, не провязанными, ниточка перед работой, 4 изнаночных, 2 петельки снимаем, опять 4 изнаночных, 2 петельки снимаем.
Последняя изнаночная и кромочная. Так, раппорт на этом у нас готов. Получаются такие, как соты. Повторяем ряды с первого. То есть опять мы сейчас должны провязать изнаночные. На изнаночной стороне опять лицевые. И уже 4 лицевых, да, чтобы у нас сместился по центру дырочки. 4 лицевых, 2 пропускаем. 4 лицевых, 2 пропускаем. И так далее.